И снова здравствуй, мой дорогой зритель. На этот раз CS2 вышло самое загадочное и интересное обновление, которое весит аж почти 3,5 гигабайта. Так что советую вам внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию крутейшую киберспортивную площадку Fast Cup, на которой ты сможешь не только поучаствовать в турнирах, где есть нехилые призовые фонды, но и создать свой уникальный турнир. Площадка гарантирует безопасную игру и имеет свою систему защиты от читеров. И, разумеется, разнообразие форматов и режимов. Ну а приобретая подписку премиум, ты получаешь все возможные дополнительные плюшки. Кастомизация профиля, закрытые турниры и, главное, дроп скинов в конце матча. Ведь данную подписку можно окупить всего за 2 игры. Ну а ко всему прочему, используя мой промокод, сможешь приобрести ее с 50% скидкой. Так что не теряй времени и становись на путь киберспортсмена. Ссылочка в описании. Ну что же, загадки данного обновления начинаются с того, что оно должно было выйти еще вчера, но по какой-то причине оно задержалось на день. На самом деле причина есть, и сейчас о ней немного поподробней. Дело в том, что было пофикшено очень огромное количество скинов и их материалов. Объем работы был достаточно большой, и понятное дело, почему пошла такая задержка. К тому же они вдруг решили обновить позицию у именного ярлыка на всех ножах. Оно в принципе и не удивительно, ведь для CS2 разработчики заранее собирались сделать все под новый стандарт. Да, разумеется, на старых костях, но как вы видите, переделка идет полным ходом. Но не этим на самом деле интересно данное обновление. Вместе с ним прилетело не сказать, что куча, но достаточно много чего интересного, что готовят на будущее разработчики или же просто на данный момент с этим работают. Но давайте для начала быстренько пройдемся по официальному списку изменений. Обновили все карты, которые доступны в ограниченном бета-тесте. Вновь исправили поведение коктейля Молотова и зажигательных гранат, включая также и фикс дымовых гранат. Примечательно то, что фиксы гранат преследуют разработчиков уже не первую неделю, поэтому в коде игры осталось упоминание о команде, которая удаляет все смоки на карте. Далее же в игре пофиксили многие проблемы со звуком, включая музыки, которая отключалась в конце боя насмерть, и звуков шагов и приземления игроков. Улучшили прицел для снайперских винтовок для лучшего отображения выстрелов. И, конечно же, оптимизация. Улучшили оптимизацию воды, дабы ваш FPS не дохал. И, наконец-таки, добавили возможность отключать анимированные аватарки. Ко всему прочему, в настройках графики добавили возможность выбора фильтрации текстур. Ну а завершает наш список удаление устаревших консольных команд, которые на самом деле не работали в CS2, так что скучать по ним не будем. Ну а теперь предлагаю перейти к тому, почему же это обновление такое интересное. Исходя из утечек данного обновления, сейчас ведется работа над элементами для будущей операции. Сразу говорю, не ссыте кипятком. Дело касается заготавливания шаблонов и портирования некоторых элементов из CSGO для, скорее всего, последующей удобной переделки, как говорил выше, нового стандарта. Но опять же, всякое может быть. Еще давно ходил слушок, что некоторые знаковые элементы из некоторых операций дадут попробовать новичкам. Но это не точно, лишь пища для вашего размышления. Следующая же интересная находка касается внутреннего магазина для CS2. Опять же, не спешите брызгать в трусы. Работа ведется над внедрением той самой ячейкой с купонами, и где иногда появляются товары с мейджора. И как вы знаете, на данный момент все это отсутствует в CS2. Но с сегодняшним обновлением они добавили некоторые строчки, которые намекают на то, что над этим сейчас работают. К тому же, они добавили наконец-таки в код игры встраивание иконки через Config Items Games, который говорит нам о том, что возможно скоро нам включат возможность открывать кейсы и сопутствующие махинации и крафтинг предметов. Также в данном обновлении засветились нехилые намеки на будущее включение соревновательного режима, в котором, исходя из последнего трейлера CS2, на каждой карте у вас будет свое отдельное звание. Помимо этого, разработчики проводили махинации с контрольной библиотекой. Это та самая, где они тестируют элементы для будущих обновлений. К
сожалению, на этот раз они все заранее почистили. Но, если они там что-то готовят, это скорее всего что-то новенькое, чего мы еще не видели. Ну и по мелочи, засветилось упоминание системы куриц. К сожалению, мы не знаем, с чем это может быть связано, но предполагаю, что с внедрением питомцев. И добавили очень странную строчку с уведомлением, которое говорит нам о том, что у игрока никогда не закончатся пули. Возможно, это перетекло из старых элементов CSGO, или же они готовят новый режим. Ну и напоследок забавное название для звука, который связан с ударом холодного оружия по NPC. И это либо касается опять же тех же куриц, или в игру реально в будущем в какой-нибудь кооперативный режим возможно завезут полноценных NPC. Ко всему прочему, в данном обновлении опять проводились махинации с шейдером глаз, обновили текстуры и сам материал. Кстати, забыл упомянуть, обновление немного является нестабильным, и есть вероятность того, что выйдет еще одно на этой неделе. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!